Видео, которое вы никогда не должны были увидеть, только что просочилось в сеть ARMY. Это меняет все. Годами ходили слухи о том, почему Чингук и Тэхён внезапно оказались разлучены. Но то, что HYBE пытались скрыть в своих тайных файлах, оказалось шокирующим гораздо сильнее, чем кто-либо мог себе представить. Оставайтесь с нами, потому что, услышав это, вы никогда больше не будете смотреть на их отношения прежним взглядом. Никто не ожидал, что молчание нарушится так быстро. Ровно в 2 часа 14 минут утра по корейскому стандартному времени на закрытом форуме, используемом сотрудниками индустрии, появилось загадочное сообщение. В нем не было ни подписи, ни объяснения, только одна папка с надписью «Внутренние файлы ограничений T и J». Через несколько минут папка была удалена, но было уже слишком поздно. Начали распространяться скриншоты, в групповых чатах ARMY разнеслись слухи, и паника охватила штаб-квартиру HYBE. Что-то огромное ускользнуло из их рук, что-то, что они годами скрывали. Потому что в этих файлах была правда. Правда о том, почему Чингук и Тэ внезапно расстались. Почему их взаимодействие практически исчезло в одночасье? Почему даже самые незначительные моменты между ними выглядели странно сдержанными? И теперь, впервые, мир собирался это увидеть. Первый просочившийся документ не был видео. Это не был разговор. Это даже не было электронное письмо. Это был протокол, холодный, клинический свод правил, проштампованный внутренней маркировкой безопасности HYBE. Вверху крупным красным шрифтом было написано «Конфиденциально, только для сотрудников». Никаких неконтролируемых близких взаимодействий между Чингуком и Ви во время официальных мероприятий, если это не одобрено отделом по связям с общественностью. Фанаты годами подозревали, что что-то не так, но увидев это в письменном виде, явно и намеренно, они потрясли фандом. Зачем компания написала такое правило? Почему именно эти 2 участника? Что они пытались предотвратить? Когда ARMY увеличили изображение документа, они заметили нечто еще более тревожное. Внизу была рукописная заметка, сделанная наспех и неаккуратно. Держитесь на расстоянии во время прямых трансляций. Без исключений. И хотя никто не знал, кто это написал, одно было ясно. Это не было случайностью. Это было спланировано. Несколько часов спустя произошла утечка еще одного файла. На этот раз видеоролик. Видео было зернистым, явно снятым внутренней камерой видеонаблюдения в репетиционной студии. Тэхён входит первым, улыбаясь и приветствуя остальных. Через мгновение Чингук входит из противоположной двери. На долю секунды они смотрят друг на друга, и именно тогда это и произошло. Чингук инстинктивно, естественно шагает вперед, словно собирается поприветствовать Тэ, как всегда это делал. Но прежде чем он успевает подойти ближе, сотрудник встает между ними, преграждая ему путь. Чингук замирает. Тэхён моргает. Сотрудник быстро что-то бормочет, указывая на другую сторону комнаты и отгоняя Чингука. И хотя он пытается это скрыть, растерянная улыбка Чингука исчезает. Видеоролик обрывается резко. Он длился всего 10 секунд, но говорил все. Кто-то не просто препятствовал их взаимодействию. Кто-то активно его поддерживал. И HYBE никак не ожидали, что мир увидит этот момент. Как раз когда ARMY подумали, что ситуация уже не может обостриться, появилась вторая папка. Это была не маленькой. Это был не один документ или короткий ролик. Это была целая внутренняя инициатива под названием «Проект молчания. Стратегия оптимизации медиа для Чингука и Ви». Одно только название повергло фандом в смятение. Внутри находились черновики документов, протоколы встреч и расшифровки голосовых записей серии закрытых обсуждений между PR-менеджерами. Казалось, каждый файл был посвящен одной цели – контролировать, как часто Чингук и Тэ появляются вместе и как люди воспринимают их отношения. Один документ был выделен ярко-желтым неоновым цветом. Вверху общественное восприятие их химии превзошло то, что мы легко можем контролировать.
Рекомендуется стратегическое разделение для поддержания баланса в группе. Баланс. Разделение ради баланса. Замешательство ARMY сменилось недоверием, когда они пролистали дальше. Дополнительные примечания. Ограничьте совместные интервью. Не поощряйте физическую близость на сцене. Раздельные места во время трансляций и никаких взаимодействий в социальных сетях без разрешения. Это были уже не предположения. Это были уже не слухи. Это было написано, спланировано, систематично. Но самым пугающим файлом был вовсе не текст. Это была аудиозапись под названием Silence_main_03. Длительность – 12 часов 57 минут. Фанаты ARMY, которые ее прослушали, описали ее как запись, изменившую все, потому что примерно на 4-й минуте голос, спокойный, авторитетный, сказал: «Если Чингук продолжит проявлять инициативу, отведите его в сторону. Если Ви попытается нарушить дистанцию, перенаправьте его. Их связь слишком сильна для моментов без присмотра». Пауза, затем мы не можем рисковать тем, что это станет центром внимания группы. В комнате во время записи было тихо, но в интернете фандом взорвался. Чего они боялись? Что, по их мнению, станет центром внимания? Почему они представили это как угрозу? И самое главное, кто отдал приказ? В ту ночь онлайн-хаос достиг критической точки. ARMY начали анализировать каждое старое видео, каждый закулисный ролик, каждый момент, который вдруг стал выглядеть иначе. Именно тогда кто-то обнаружил это, крошечную деталь в старом видео с репетицией, снятом несколько месяцев назад. Тэхён сидит на диване, делая вид, что листает ленту в телефоне. Мимо проходит Чингук, бросает на него короткий взгляд, но продолжает идти, натянуто, отстраненно, почти неловко. Но Тэхён слегка поднимает голову и что-то шепчет себе под нос. Сначала звук был нечетким, но после обработки фанаты услышали: «Это не ты». 3 секунды спустя он улыбается в камеру. Это было не для публики. Это было не для персонала. Это было для Чингука. Тихое заверение, сообщение, которое поймет только он. И внезапно все стало ясно. Тэхён не просто выполнял приказы, он их терпел. Следующая утечка ударила сильнее всех остальных. В ранее не публиковавшемся закулисном видеоролике Чингук расхаживал в одиночестве по гримерной. Он выглядел расстроенным, проводил руками по волосам и что-то бормотал себе под нос. Входит сотрудник и пытается его успокоить, но голос Чингука повышается, хриплый и нефильтрованный. Почему я не могу нормально с ним поговорить? Почему сейчас все так строго? Сотрудник пытается придумать оправдание, что-то расплывчатое о расписании и пиар-менеджменте. Чингук перебивает его: «Это не причина, понимаешь? Не причина». Затем он садится, опираясь локтями на колени, и смотрит в пол. Мы тренировались вместе. Мы выросли вместе. Это смешно. Видео обрывается резко, явно до того, как ситуация стала еще более эмоциональной. Это был первый раз, когда фанаты увидели эмоциональную составляющую. Первый раз, когда растерянность и разочарование Чингука стали неоспоримыми. И это доказало одно: он никогда не был проблемой. Их связь никогда не была проблемой. Проблема была в ограничениях. К следующему утру интернет буквально кипел от активности. Решетка Литимбы, решетка Юнка Актаяюнг, решетка Стоп Чонтрол и решетка Гуардшеви Мустенд. 3 хэштега одновременно вышли в тренды по всему миру. Фанаты требовали ответов. СМИ начали обращаться к ним. Инсайдеры шептались, что юридическая команда HYBE находится в кризисном режиме. К полудню HYBE наконец выпустила короткое, жесткое заявление: недавно распространяемые файлы сфабрикованы и не отражают никакой официальной политики компании. Но заявление произвело обратный эффект, потому что ARMY сразу же заметили кое-что. Они не отрицали существование протоколов. Они не отрицали аудиозаписи. Они не отрицали внутренние совещания.
Они использовали только одно расплывчатое слово «сфабриковано». Но фанаты уже сопоставили временные метки, планировку помещений, перемещение персонала и даже тени в просочившихся видеороликах. Ничто не выглядело подделкой. А затем произошло еще одно странное событие. HYBE удалила собственное заявление и заменила его более коротким: «Мы просим фанатов воздержаться от распространения конфиденциальной внутренней информации». Эта фраза «больше всего на свете» подлила масло в огонь. Если файлы были поддельными, почему они называли их конфиденциальными внутренними материалами? ARMY уже видели достаточно. Что-то было не так. Что-то скрывалось. И чем больше HYBE пытались контролировать ситуацию, тем очевиднее становилось, что правда ускользает из их рук. В 15 часов 11 минут появился новый анонимный аккаунт. Без фотографии профиля и без биографии. Всего одно предложение в первом посте «Я был там». Записи настоящие. В течение часа аккаунт начал публиковать подробную переписку. Она не была драматичной. Она не была эмоциональной. Она была клинической, конкретной, опасно точной. Они объяснили, что проект «Тишина» начался после того, как руководители заметили, как реагирует мировая аудитория, когда Чингук и Тэхён находятся рядом. Их разлучали не из-за конфликта. Их разлучали, потому что их химия затмевала другие приоритеты компании. Они описали встречи, на которых руководители обсуждали, как восстановить баланс в имидже группы. Они описали моменты, когда сотрудникам было поручено незаметно вмешиваться, не явно, не силой, но последовательно. Затем они опубликовали то, чего никто не ожидал, частичную стенограмму совещания, состоявшегося более года назад. Руководителя, если они будут продолжать так естественно взаимодействовать, ARMY будут продолжать сосредотачиваться на них. Руководитель Б, именно. И нам нужно, чтобы внимание было распределено равномерно. Руководитель А, поэтому ограничьте взаимодействие. Руководитель Б, не ограничивайте. Управляйте. Руководите. Одно и то же. Делайте то, что необходимо. Пост закончился леденящей душу фразой «Они никогда не хотели дистанции». И ARMY почувствовали тяжесть этой правды, как удар. Фандом уже был в хаосе, когда Тэхён сделал неожиданный шаг. Он опубликовал пост в Инстаграме. Ни фотографии, ни видеоролика, ни даже истории. Всего одна строчка в ленте, некоторые вещи вообще не следовало контролировать. Без контекста, без объяснений и без дальнейших действий. Пост простоял ровно 7 минут, прежде чем был удален. Но 7 минут оказалось достаточно. Миллионы его увидели. Записи экрана мгновенно распространились. Через несколько минут в Твиттере разразился взрыв теорий. Фанаты плакали. Некоторые злились. Некоторые были в ужасе от того, что могло произойти дальше. Но все сошлись во мнении, он понял. И сообщение было преднамеренным. Оно не было загадочным. Оно не было расплывчатым. Это был прямой удар. И HYBE не смогли это остановить. В то время как Тэхён сделал смелый шаг, реакция Чингука была противоположной, но столь же мощной. Он ничего не опубликовал. Он не говорил публично. Он не обращал внимания на хаос. Но в ту ночь на Уиверс произошло нечто неожиданное. Чингук вошел в систему. Фанаты заметили это мгновенно, миллионы глаз ждали, что он что-нибудь скажет. Но вместо того, чтобы что-то опубликовать, Чингук зашел на старую фотографию 2021 года, где он и Тэхён, и тихонько поставил лайк. Старый, забытый момент, когда они вдвоем смеялись на съемочной площадке, что-то теплое, что-то настоящее, что-то нетронутое ограничениями. Он не оставил комментарий. Он ничего не объяснил. Он просто нажал «лайк». Одно действие, которое сказало все, что HYBE не хотели показывать миру. И фандом понял. Ему не разрешалось говорить.
Поэтому он говорил единственным доступным ему способом. Как раз когда все думали, что хаос достиг своего пика, когда фанаты разделились между яростью, разбитым сердцем и замешательством, произошла последняя утечка. И это был не файл. Это был не протокол. Это была не скрытая запись. Это было полное внутреннее видео, с отметкой времени, водяным знаком и, несомненно, настоящее. Комната для совещаний. 3 руководителя, 2 менеджера, большой экран с заголовком, пересмотр стратегии на 4 квартал, управление видимостью JK и В. Видео начинается посреди обсуждения, как будто кто-то тайно начал запись после того, как встреча уже накалилась. Один из руководителей глубоко вздыхает, потирая лоб, и говорит: каждый раз, когда они вместе, ролики становятся вирусными. Это мешает нашим запланированным рекламным кампаниям. Другой устало отвечает: мы не разрушаем их дружбу. Мы просто оптимизируем то, что видит публика. Слишком много взаимодействия отвлекает. Затем фраза, которая потрясла фанатов: если они хотят видеться наедине, хорошо. Но во время запланированных встреч контролируйте это. Не позволяйте этому мешать имиджу бренда. А вот имидж бренда – не музыка, не командная работа, не подлинность. А именно имидж бренда. Но самый взрывной момент был еще впереди. Менеджер в углу колеблется, прежде чем заговорить. Они знают, что мы это делаем. JK задает вопросы. В комнате воцаряется тишина. Главный руководитель поднимает глаза и отвечает голосом холоднее любого документа: скажите ему, что это для пиара. Скажите Ви. Они будут следовать правилам, как всегда. Это единственное заявление, спокойное, манипулятивное, непринужденное, вызвало шок во всем фандоме, потому что подтвердило все. Чингука и Тэхёна ввели в заблуждение, манипулировали ими, сдерживали и сказали, что все это ради пиара. Через несколько минут после утечки видео оригинальный пост исчез. Но миллионы уже скачали его. HYBE попыталась удалить его из интернета, безнадежная попытка. Правда вышла наружу, и на этот раз ничто не могло ее снова похоронить. В течение нескольких часов ARMY мобилизовались с таким уровнем единства и точности, с которым не могла сравниться ни одна компания. Запущена глобальная кампания, скоординированная более чем в 20 странах. Решетка Респитстайнгеун как решетка Стоп-Чонтрол и решетка Гуардшевимустенд утечки были переведены на более чем 30 языков. Юристы в фандоме начали анализировать, были ли нарушены права артистов. Появились петиции с требованиями прозрачности, подотчетности, защиты Чингука и Тэхёна, прекращения ограничительных протоколов. Крупные корейские СМИ начали сообщать об этом. Международные СМИ подхватили новость. Даже инсайдеры индустрии, до сих пор молчавшие, начали намекать, что это не новость. Пиар-отдел HYBE был на грани краха. Каждый час новая волна доказательств, скриншотов и свидетельств загоняла их все дальше в угол. ARMY не собирались останавливаться. Не в этот раз. Потому что это не были шиппинги. Это не были домыслы. Это не были фанатские войны. Речь шла о 2 участниках. Об их свободе, их достоинстве и отношении, которого они заслуживали. И ARMY защищали их, как членов семьи. Это произошло во время полуночного прямого эфира. Без расписания. Без объявлений, без макияжа. Просто Тэхён сидел на полу своей студии, в толстовке, с растрепанными волосами, явно не по плану ни одного менеджера. Выражение его лица было спокойным, но глаза усталыми. Он молча читал комментарии. Затем глубоко вздохнул. «Я все сегодня видел». Он не назвал HYBE. Он не упомянул утечки. Ему это было не нужно. «Вы слишком волнуетесь», — тихо сказал он. Но в его голосе дрогнула дрожь. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, даже если хотим. Он выдавил из себя легкую улыбку.
Ту самую, которую фанаты мгновенно узнали, улыбку, которую он использует, когда ему больно, но когда он пытается защитить других. Затем он добавил: «Просто знайте». Ничто из этого расстояния не было нашим выбором. Тишина после этой фразы была похожа на землетрясение.